Здравствуйте! Сегодня мы решили заготовить капусту на зиму. Это будет большая заготовка. Вся капуста простоит до самого сентября и будет хрустящей. Но обо всем по порядку. Кочаны капусты очищаем от верхних грязных листьев. Кстати, для заготовок впрок на зиму нужно выбирать зимние сорта капусты. Сейчас у нас в продаже капуста Мегатон. Сладкая, плотная, с короткой кочерышкой, среднепоздняя. На средний кочан капусты весом 3300-3500 понадобится одна морковь 200-250 грамм. Чуть больше, чуть меньше. Морковь придает цвет и вкус капусте. Для удобства шинковки всю капусту сразу разрезаю напополам и пока оставляю кочерышку, не вырезаю. 4 морковки на 4 капусты. Подготавливаю также сразу. Важно использовать вкусную, сочную. После очистки еще раз споласкиваем, вытираем и уже измельчаем на терке крупной. Все 4 морковки натертые складываю в общую миску. Далее в большой таз с помощью вот такой шинковки, которая нам еще досталась по наследству, измельчаем всю капусту. Если нет такой шинковки, используйте другую, либо нарежьте тонко ножом. Но это достаточно долго, если объемы большие. В этот таз как раз у меня помещается 2 кочана, около 7 килограммов капусты. Позже скажу, сколько выходит банок. Берем половину натертой моркови, напомню, что здесь как раз на 14 килограммов капусты. И перемешиваем морковь вместе с капустой, аккуратно руками. Важно не мять, а только легкими движениями перемешивать, распределяя морковь. Сохраняем максимум хрустящести, если можно так выразиться. Теперь готовим рассол. На все 4 кочана, весом каждый 3500, берем 10 литров чистой воды, не кипяченой, можно очищенной. У нас, например, вода родниковая. Соль использую вот такую, без йода в составе. Она средняя, достаточно чистая, при растворении не имеет осадка. Хотя невестка всегда использует обычную соль, и все тоже прекрасно хранится. На 10 литров воды пол-литровая банка соли. Взвешиваю специально для вас. И получилось здесь чуть больше 600 грамм. Высыпаем всю соль в воду, размешивая до полного растворения. Кстати, вода не подогретая, холодная. Если соль сразу не растворилась, оставьте буквально на несколько минут. И вот такой прозрачный рассол получился в итоге. Ровно половину выливаем в таз с 2 кочанами капусты и 2 морковками. Не наливайте рассола больше. Буквально через минут 10 вся капуста осядет и будет в рассоле. Здесь внимание! Капусту мять также нельзя. Только слегка опустить в этот самый рассол. Оставим овощи ровно на 40 минут. Это нужно для того, чтобы уменьшить объем самой капусты. Таким образом, больше войдет в банку. Можно подготавливать банки. Моем их без моющих средств, обычной пищевой содой. Затем переворачиваем и просто даем этой воде стечь.
Объем любой. Мы капусту едим достаточно хорошо, поэтому берем 3-литровые сразу. Спустя 40 минут капусту перекладываем в чистые банки, периодически встряхивая, чтобы она легла плотнее. Но опять-таки трамбовать нельзя. Доливаем рассол, чтобы он покрыл всю капусту. И пока банки отставляем, не накрывая в сторону. С 2 кочанов получается 2 3-литровые банки и еще одна, чуть меньше половины. Мы ее дополним второй партией. Точно таким же образом сделаем заготовку еще из 2 кочанов, на который уйдет остальные 5 литров воды с солью. Рассол после закладки капусты в банке остается, но его не так много. Все равно его процеживаем, он нам еще пригодится потом. При необходимости сразу долейте в банке с капустой. По итогу у нас вышло ровно 7 банок 3-литровых. Но нас сегодня не остановить, мы еще заготовили 2 кочана. 6 кочанов капусты у нас получилось 10 3-литровых банок. Все банки закрываем плотно чистыми крышками. Оставлять банки с капустой в тепле, как мы привыкли, не нужно. Сразу выносим ее в прохладное место. В данном случае у нас это балкон. Температура за окном еще плюсовая. И примерно через сутки, в зависимости от температуры, начнется процесс заквашивания. Через крышки будет слегка просачиваться тот самый рассол, но мы оставляли запас. При необходимости его можно будет долить. Через 10-14 дней капусту можно уже есть. Она хорошо хранится в прохладе. Мы убираем ее после 14 дней в погреб. Хрустит до самого сентября. Самая вкусная капуста. Ставьте нравится, делитесь видео с друзьями, жду ваши комментарии. Удачных вам заготовок, до новых видео, пока!